Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно загляните в плейлисты. Узорчиков очень много, и чтобы вы не растерялись, да, не запутались, собраны для вашего удобства небольшие коллекции под названием плейлистов. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, как на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Спасибо вам большое, вам большая группа поддержки, много разных стран, много разных городов. Это очень и очень приятно. Я к вам сегодня с новым узорчиком. Вот с такими тремя интересными моточками ниточек. Это все Yarn Art Super Perle. Видите? Все эти три моточка. Очень интересные ниточки. Смотрите, в 100 граммах здесь находится 400 метров. Сейчас сфокусируется 400 метров. Это стопроцентный акрил. Кому интересно цвет 82-33, вот такой вот зеленый, желтый, такой он нежно-желтый, на камеру передается более ярким, он нежный, 216 цвет, ну и белый получается, это цвет 150. Угу. И что нам говорит производитель по поводу того, что какой брать крючок для вязания из данных ниточек. Вот, видите, крючок 3 миллиметра. Мы берем наш крючок 3 миллиметра, так, и приступаем непосредственно к вязанию. Схемку к узорчику к сегодняшнему я прилагаю. Спасибо Марине, подписчице. Она подала эту идею. Очень интересный на самом деле узорчик. И я ее прилагаю непосредственно здесь. Кому необходимо будет, продублирую в Инстаграме. Схемка на самом деле в свободном доступе ходит в интернете, поэтому вяжите, пользуйтесь на здоровье. Итак, кто давно на канале, знает, что я делаю небольшие образцы буквально в районе 30 петелек. Смотрим по схемке. Получается у нас раппорт узорчика 11 петелек. И мы с вами, получается, наберем сейчас 44 воздушные петельки, ну, чтобы показать всю прелесть узорчика, да, и ниточка чуть потоньше, да, и поэтому наберем с вами 44 воздушные петельки, сделаем 4 раппорта узорчика. Итак, все как всегда. Давайте начнем с белой ниточки. Зафиксировали. Так, эту петельку мы при наборе не считаем. И теперь 44 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44. Вот наш будущий образец. Так, что делаем дальше? Для того, чтобы вам потом было легче вязать узорчик, я предлагаю сделать вспомогательный ряд. Опытные мастерицы, приступайте сразу же к узорчику. А новички, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем пятую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Ныряем в пятую петельку. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Идем дальше. Следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Вот наши столбики с накидом. И наша задача провязать эти столбики с накидом на протяжении всего ряда. Если вы набирали точно так же, как и я, 44 воздушные петельки, значит должно получиться 44 столбика с накидом. Если набирали меньше, то считайте, да, сколько воздушных петелек, столько и столбиков. И также, если набирали больше. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы с вами набирали, вот эти 3 петельки, это тоже имитация столбика с накидом. Мы эти петельки тоже считаем. Нет? То есть сейчас я провязала, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Все. И вяжу до конца ряда. В конце ряда вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш вспомогательный ряд. Теперь нам будет намного проще вязать наш узорчик. Итак, воздушная петелька, поворот, и сюда же ныряем, делаем столбик без накида. 1. И следующие 2 столбика точно так же провязываем по столбику без накида. Итого у нас получилось с вами 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее делаем накид, пропускаем 2 столбика и в третий ныряем и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки и сюда же ныряем опять и провязываем столбик с накидом. То есть мы сформировали вот такую вот рогаточку. Идем дальше. Пропускаем опять 2 столбика. 1, 2. И провязываем с третьего столбика. Начинаем провязывать столбики без накида в количестве 6 штук. 1 столбик без накида. 2 столбик без накида. 3 столбик без накида.
4 столбик без накида, 5 столбик без накида, 6 столбик без накида. Угу. Идем дальше. Опять пропускаем 2 столбика и в третий столбик делаем накид, провязываем столбик с накидом, формируем рогатку, 2 воздушные петельки и опять сюда же вернулись и сделали еще один столбик с накидом. Вот наша рогаточка. Опять пропускаем 2 столбика и с третьего начинаем провязывать столбики без накида в количестве 6 штук. Я считаю, что за столбики браться намного удобнее, пока вы новичок, нежели за воздушные петельки. Можно запутаться. Итак, провязали 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять будем пропускать 2 столбика и провязывать рогатку и так далее, и так далее. Чередуем рогатки, столбики до конца ряда. Договорились? Давайте. Так, вот мы провязали, получается, до конца ряда. И как заканчиваем? Опять вот наша рогаточка. 1 столбик, 2 столбик. Так, и в третью петельку подъема провязываем третий столбик без накида. То есть мы начинаем с 3 столбиков и заканчиваем 3 столбиками. Дальше воздушная петелька этим же цветом. Поворот. И сюда же мы провязываем столбик без накида. А дальше сразу же перепрыгиваем вот к нашей рогатке, вот к ножке первой нашей рогатки и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Видите, получается столбик перед крючком, вытянули ниточку, а дальше провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Ныряем непосредственно в саму рогатку и провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. То есть формируем вот такой вот веерочек. Накид. И опять делаем рельефный лицевой столбик с накидом. Смотрите. Оп. Вот так вот захватили столбик. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Понятно? Вот такой вот объемчик начинает приобретаться. Далее смотрите. У нас здесь было с вами 6 столбиков без накида. Первые 2 столбика пропускаем. С третьего провязываем столбик без накида 1. Столбик без накида 2. Всего лишь 2 столбика. Последние столбики опять пропускаем и переключаемся на нашу рогатку. Провязываем первую ножку вот нашей рогатки. Беремся вот так вот сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Опять ныряем в рогатку, да, в эту арочку и провязываем 5 столбиков с накидом. Формируем веерочек. 1, 2, 3, 4, 5. И потом охватываем точно так же сзади наперед, да, наш столбик, вторую, получается, ножку рогатки, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять пропускаем 2 столбика и с третьего провязываем столбик без накида 1, столбик без накида 2. Все. Видите, вот такие вот начинают появляться объемчики у веерочков. Провязывайте до конца ряда, у вас получится, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы, получается, провязали до конца ряда, да? Вот наш рельефный столбик, и заканчиваем мы столбиком без накида, вот в последний столбик без накида предыдущего ряда. Но смотрите, мы можем так дальше и вязать, да? Мы можем продолжать таким же цветом, но я здесь хочу переключиться на новую ниточку, поэтому я вот так вот петельку одну спускаю, у меня на крючке должно остаться 2 петельки. То есть как мы, новички, да, смотрите, как мы вводим новый цвет. На крючке остаются 2 петельки, неважно какого столбика. Столбика с накидом, без накида, с 2 накидами, с 3. Сам факт, 2 петельки. И вот эти последние 2 петельки мы провязываем новым цветом. То есть видите, как бы еще желтую не видно в вязании, но она уже в процессе есть. А дальше мы делаем по узорчику, сколько нам необходимо петелек. В моем случае это будет 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И подтягиваю белую ниточку, да, там желтую подтягиваем. Вот в моем случае, да, какие у вас будут ниточки. Все, видите, как красиво, аккуратно и незаметно. Итак, поворот. Теперь наша с вами задача, делаем накид. Мы будем провязывать вот этот вот интересный веерочек и сохраняя рельефность. Вот видите, наш рельефный столбик, он у нас был лицевым. Мы его сделаем рельефным изнаночным. То есть мы этот столбик захватываем вот таким вот образом. Получается столбик за крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем, как обычный столбик, по 2 петельки. 2, 2. Идем дальше. Вот у нас с вами были, получается, в центре арочки 5 столбиков с накидом. Мы теперь будем провязывать за каждый столбик, за каждую верхушку, да, по 2 столбика. 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбик с накидом. Следующий столбик. Опять 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Следующий опять 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом.
Следующий получается четвертый уже столбик, да? Раз столбик с накидом, второй столбик с накидом. И пятый столбик. Раз столбик с накидом и второй столбик с накидом. По итогу, да, 5 умножить на 2, у вас здесь должно получиться 10 столбиков с накидом. И заканчиваем, получается, наш веерочек, опять же, рельефным столбиком. Если он у нас был лицевой, да, вот он лицевой, то мы его провязываем рельефным изнаночным. Мы же хотим сохранить рельефность. Вытягиваем ниточку и провязываем опять по 2 петельки. 2, 2. Что делаем дальше? Сразу же перепрыгиваем вот эти 2 столбика без накида, сразу перепрыгиваем и переходим к следующему рельефному столбику предыдущего веерочка. Да? Вот, видите, предыдущего ряда. Столбик у нас получается за крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Все. В самом непосредственно веерочке, там где у нас 5 столбиков с накидом, провязываем каждый столбик по 2 столбика. Итого у нас получается будет уже 10 столбиков. Итак, 1, 2, 3, 4. Дальше 5 столбик с накидом, сюда же 6. 7 столбик с накидом, сюда же 8. 9 столбик с накидом, сюда же 10. И смотрите, опять заканчиваем наш веерочек рельефным столбиком. Вот он у нас лицевой идет, видите? Мы его провязываем изнаночным. Накид. Вот так вот ввели крючок, получается. За крючком находится столбик. Вытянули ниточку и провязываем, как обычный столбик. 2 петельки, 2 петельки. Все. Смотрите. У нас получается вот такая вот объемная красота. Видите? Интересно, да? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Вы справитесь, несложно. А в конце ряда я вас встречаю, покажу, что делаем дальше. Давайте. Так, смотрите, вот получается мы провязали весь ряд желтыми ниточками. Вот такие у нас получаются веерочки. Очень-очень красивые. И как мы заканчиваем ряд? Вот после последнего рельефного, да, столбика, вот у нас получается идет столбик без накида. И мы его будем провязывать. Берем накид, делаем и провязываем обычным столбиком с накидом. Есть. Далее этой же ниточкой, смотрите, продолжаем. Воздушная петелька, повернулись и сюда же провязали столбик без накида. Есть. А вот дальше смотрите. Вот у нас идет рельефный столбик. Так? Мы его пропускаем. И там, где наши 10 столбиков, мы каждый столбик будем провязывать столбиком, получается, без накида. Но смотрите, каким образом. Мы его сделаем тоже рельефным. И поэтому мы, смотрите, как будем браться за каждый столбик. Итак, первый, вот этот рельефный пропускаем. Второй берем вот таким вот образом. Оп, видите? То есть, получается, у нас столбик находится за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем. Столбик без накида 1. Следующий точно так же. Столбик без накида 2. Точно так же столбик без накида 3. Столбик без накида 4. Столбик без накида 5. Он получается рельефный изнаночный. Столбик без накида 6. Столбик без накида 7. Столбик без накида 8. Столбик без накида 9. И столбик без накида 10. Видите? За счет того, что он рельефный изнаночный, у нас впереди получается вот такая вот выпуклая полосочка. Очень красиво. Опять рельефные столбики пропускаем. И со следующего столбика, который у нас из 10 столбиков, мы начинаем провязывать точно так же. Столбик за крючком. Провязываем рельефные изнаночные столбики без накида. Угу. Все, давайте самостоятельно справитесь. Ряд несложный. Все столбики, которые у нас находятся в веерочке, вы провязываете рельефными изнаночными столбиками без накида, а рельефные столбики предыдущих рядов, вот этого, да, пропускаете. Все, видите, как получается здорово и объемно. Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, у вас такая же красота получается. Наверное, у вас еще лучше. Идем дальше. Итак, провязали вот мы 10 рельефных изнаночных столбиков без накида. Рельефный вот этот столбик пропускаем. И вот у нас здесь, помните, было 3 петельки подъема. И вот в последнюю петельку, в третью, ныряем, вытягиваем ниточку. И здесь я хочу опять поменять цвет. Видите, у меня осталось 2 петельки на крючке. Все. Я меняю в моем случае на белый. Вы можете на любой другой. Вы можете на любом ряду, да, поменять цвет. То есть не так, как именно я, как хотите. Вы же дизайнер, вы большие молодцы. Итак, провязали новой ниточкой. Видите, желтая находится в вязании, белая только появилась. И дальше по узорчику у нас, смотрите, что будет. Мы провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Получается, смотрите, желтенькую я подтяну, белую подтягивать не буду, да, как бы чтобы край наш не зажулькать. Поворот.
И теперь смотрите, по узорчику должна быть 1 воздушная петелька. По итогу здесь у меня 4 воздушные петельки. А дальше, смотрите, делаю 2 накида. Внимательно смотрите. И вот наши рельефные столбики, да, которые в предыдущем ряду мы не провязывали, я сохраняю рельефность. То есть если у нас здесь был рельефный лицевой столбик, я буду провязывать его рельефным изнаночным. И так как он у нас на ряд ниже, то я сделала 2 накида. Поняли? Итак, вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. Вот. Рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Далее смотрите. Я пропускаю вот мои 2 столбика. 1, 2. И с 3-го столбика начинаю провязывать 6 столбиков без накида. 1 столбик без накида. 2 столбик без накида. 3 столбик без накида. 4 столбик без накида. 5 столбик без накида. 6 столбик без накида. Так? А теперь смотрите внимательно. Я опять буду провязывать вот эти вот рельефные столбики. Смотрите, каким образом. 2 накида, но я иду не к своему веерочку, вот к этому веерочку, да, а я иду к соседнему веерочку, вот к этой ножке. И захватываю ножку вот таким образом. Получается у меня столбик за крючком. Вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2, 2. Понятно? Вот. Делаю 2 воздушные петельки. Опять 2 накида и возвращаюсь вот к этому, получается, рельефному столбику предыдущего веерочка. Понятно? Но у меня получится крестик. Итак, 2 накида. Вот. Взяла столбик. Столбик у меня находится за крючком. Вытянула ниточку и провязываю по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. На самом деле это не сложно. Вам просто самое главное понять принцип. А дальше это будет вязаться очень легко. Итак, переключаюсь опять на мои, получается, столбики. Вот эти вот 10, которые у меня были без накида. 2 первых я пропускаю, с 3-го и начинаю провязывать 6 столбиков без накида. 1. Так. 2. 3. 4. 5. 6. То есть первые 2 и последние 2 я не провязываю. Смотрите, какая картина получается на лицевой стороне. Вот, видите? Вот такой получается крестик. Угу. Здорово. И если внимательно посмотрите, то мы сейчас с вами формируем вот этот вот, получается, рогаточку, которая была в самом первом нашем ряду узорчика. Видите? Вот, та же самая рогаточка. 6 столбиков без накида, 6 столбиков без накида. Поняли? То есть получается рогаточка 5 столбиков, 10 столбиков и вот эти вот и рельефные столбики, да, то есть 4 ряда, это и есть вертикальный раппорт узорчика. То есть сейчас мы провязываем с вами до конца ряда, ничего сложного. Не забудьте сделать крестик из рельефных изнаночных столбиков с накидом. Давайте повторю еще раз. 2 накида. Мы направляемся к следующей ножке, да, вот этого следующего веерочка. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. 2 воздушные. Опять 2 накида. Вернулись к предыдущему веерочку, да, вот к этой ножке. И провязываем опять рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2, 2. Пропускаем, получается, наши вот эти вот 2 столбика. И с 3-го провязываем 6 столбиков без накида. Все. Давайте. Вот такая картина будет на изнанке. Вот такая вот будет картина на лице. До конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, когда провязали последние 6 столбиков, да, без накида, смотрите, как мы заканчиваем. Мы делаем 2 накида и возвращаемся вот к оставшейся ножке, да. 2 накида, возвращаемся к оставшейся ножке нашего веерочка и провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И здесь делаем 1 воздушную петельку. И далее вот наш столбик без накида, желтенький, да, в моем случае. Ныряю в этот столбик и провязываю обычный столбик с накидом. 1, 2. Все. И дальше, смотрите, я буду продолжать делать вот такие вот веерочки. Итак, смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вот у меня есть как бы такой пол, да, вот как бы арочка такая небольшая с 1 воздушной петельки. Я вот сюда буду нырять и провязывать всего лишь только 2 столбика с накидом. 1, 2. То есть помните, да, у нас в предыдущем, да, вот в самом начале было здесь 5 столбиков. Здесь мы, получается, 3 петельки подъема и всего лишь только 2 столбика. Дальше накид. И вот этот рельефный столбик продолжаем вязать рельефным лицевым столбиком с накидом. То есть смотрим по узорчику. Если здесь лицевые, значит и мы продолжаем лицевыми. Если изнаночные, то мы изнаночными вяжем. Итак, смотрите, 2 столбика пропускаем. И в 3-й столбик ныряем, провязываем столбик без накида. В 4-й столбик без накида.
Все, опять 2 столбика пропускаем. И вот эту ножку рельефную продолжаем вязать рельефным лицевым столбиком с накидом. Угу. Вот, получается наша вот такая вот арочка, да, наша рогаточка, как вот здесь вот. И мы провязываем вот в эту арочку 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И вот эту ножку нашу опять продолжаем рельефным лицевым столбиком с накидом. Видите? Вот такая вот получается красота. То есть тот же самый веерочек, только он просто смещен. Они будут в шахматном порядке. Опять 2 столбика пропустили, в третий и в четвертый провязали столбики без накида. 2 столбика пропустили, ножку рельефную провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Арочку 5 столбиков с накидом. Ну поняли, да? Все. Вот таким образом провязывайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, дальше покажу, что будем делать. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая получается по итогу красота. И у нас здесь получается полвеерочка, да? Мы сделали рельефный лицевой столбик. Далее мы делаем в арочку столбик 1, столбик 2. И смотрите, там, помните, было 3 петельки подъема. Вот мы в третью петельку подъема ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Все. А теперь вы можете продолжать также провязывать желтой ниточкой, можете белой ниточкой. Я хочу поменять на новый цвет, пусть в моем случае это будет зеленый. Итак, опять оставляем на крючке 2 петельки и переключаемся на новый цвет. Вы можете вернуться к желтенькому, да? У меня пусть будет зелененький. Итак, вот, провязали, получается. То есть непосредственно здесь ниточку не видно, но новую, но она уже в процессе вязания. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Подтянули, получается, беленькую. Подтянули аккуратно зелененькую. Все. Поворот. И дальше, смотрите. У нас здесь получается полвеерочка. Мы здесь провязывали всего лишь только 2 столбика с накидом. Поэтому мы провязываем здесь в первый столбик 2 столбика с накидом. 1, 2. И во второй столбик провязываем по 2 столбика с накидом. 1, 2. Все. То есть у нас здесь получается всего лишь только 4 столбика с накидом. Далее, смотрите, накид, вот наш рельефный столбик, который шел лицевым, мы его в данном случае провязываем рельефным изнаночным, сохраняем рельефность. И сразу же перескакиваем, да, к рельефному столбику следующего веерочка. Вот, рельефный столбик захватываем сзади, получается, у нас крючок находится перед столбиком, а столбик за крючком, вот таким образом. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Вот наш полноценный веерочек из 5 столбиков с накидом. Мы будем провязывать по 2 столбика в каждый столбик. Помните, да? Получается, итого у нас 10 столбиков. Все. Дальше просто идет то же самое повторение. Давайте до конца ряда провяжите. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Так. По 2 столбика. Все, давайте, у вас получится. Так, смотрите, практически довязали до конца, да, как мы заканчиваем. Точно так же, смотрите, после рельефного столбика мы провязали по 2 столбика. 1, 2, 3, 4. Все. На этом достаточно. То есть пол веерочка у нас здесь было. И последний столбик с накидом ныряем в третью петельку подъема и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька, поворот. И смотрите, сюда получается мы ныряем просто обычным столбиком без накида, провязываем. А следующие столбики, да, вот эти 4 столбика мы провязываем рельефными изнаночными столбиками без накида. То есть вот так вот окружили, получается, наш столбик, на столбик за крючком и провязали столбик без накида. Опять таким образом, что у нас столбик находится за крючком, вытянули ниточку, столбик без накида. Третий столбик точно так же и четвертый столбик точно так же. Все. И сразу же перескочили на следующий, получается, 10 наших столбиков, не провязывая рельефные. Поняли, да? И вот таким образом мы как бы дорисовываем объемчик до наших веерочков. Все. 10 столбиков, 10, значит, наших рельефных столбиков. Понятно, да? Все. И так вот таким образом до конца ряда. В конце ряда я вас еще раз встречу, переключу, получается, на новый цвет. Угу. Все. Видите, как получается интересно? Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали практически до конца.
Так, и вот у нас остается последний столбик. Мы его провяжем, давайте тоже рельефным, да, ну или обычным столбиком. Можем в третью петельку подъема нырнуть, вытянуть ниточку. Здесь я переключаюсь на новый цвет. Это у вас может быть кардинально совсем новый, и я переключаюсь обратно на белый. То есть такая как бы основа белая, и будет меняться желто-зеленый, желто-зеленый. Итак, вот я провязала, да, ввела новый цвет, делала одну воздушную петельку, подтянули зеленую ниточку, поворот. Так, и вот провязываем непосредственно в верхушку столбика, столбик без накида. Раз, потом следующий, 2, 3. А теперь опять делаем те же самые вот такие вот крестики, которые мы делали до этого. Итак, опять делаем 2 накида. Раз, 2. И направляемся вот к нашей следующей ножке. Да? Не к первой ножке зелененькой, а ко второй. Вытягиваем ниточку и провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. Угу. 2 воздушные петельки. Опять 2 накида. Ныряем, получается, вот к первой ножке рельефной. Провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. И вот, получается, наши 10 рельефных столбиков были. 2 первых столбика пропускаем. И со второго столбика 2 первых столбика пропускаем. С третьего столбика начинаем провязывать 6 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Кто внимательно посмотрит по схемке, здесь, конечно, тоже провязываются рельефные, да, столбики. Но я думаю, что опытные специалисты, посмотря схему, провяжут. Новички провязывайте вот так. Там будет удобнее, чтобы сильно не запутаться. Все, и опять наш крестик. Ко второй ножке направляемся и провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки. И возвращаемся к первому столбику. Зацепляемся за зеленую ножку и провязываем опять рельефный изнаночный столбик. Секундочку. С 2 накидами. Ничего страшного. Распустили и побежали дальше. Крючком распускать намного-намного удобнее, да? Вот. Все. Опять 2 столбика пропустили. И с третьего провязываем 6 столбиков без накида. Смотрите, какая получается изнаночка. И какая получается у нас лицевая сторона. И вот таким образом, да, мы сейчас делаем вот такие вот наши арочки, вот такие наши рогаточки. Это вот точно так же, как первый ряд. Понятно? То есть вы провязываете арочки, рогаточки, да, делаете вот эти крестики, а возвращаетесь, провязываете рельефные столбики, между ними, получается, формируете веерочки. Все несложно, видите? То есть вы уже можете провязывать полностью весь раппорт узорчика. Уже мы с вами провязали 2 и начали 3. Давайте увеличим немножко образец наш. Посмотрим, что в итоге получается. Договорились? Гляньте, как здорово, как объемно и интересно. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, провязала несколько рядочков. Вот такая вот получается по итогу картина. Вот такие вот объемные элементы, да, и крестики, и вот здесь вот рельефные столбики. Видите, какую красоту придают? Красота у нас получается односторонняя. Смотрите, видите? Изнаночка, лицевая сторона. Цвета можете использовать любые. Пряжу можете использовать любую. Не обязательно брать такие же цвета и такое же сочетание, как у меня. То есть вы большие дизайнеры, да, большие молодцы, используйте свою фантазию. Давайте замерим, сколько по итогу получается, например. Ну, видно, что, да, рельефные элементики, они немножко сужают образец. Итак, если мы набирали этой же пряжи, да, этим же плотностью вязания, этим же крючком 44 воздушные петельки, что у нас по итогу получается? Ну, практически 19 сантиметров. Это без влажной тепловой обработки. Девчата еще спрашивают, если постирать, да, что становится с этими рельефными элементами. Если постирать, ничего не становится. То есть вы стираете, естественно, деликатная стирка. И никогда не гладьте акрил. Просто паром обдайте, да, тем более все элементы сохранятся. Итак, у нас здесь получается 1 вертикальный раппорт, 2, 3, 4, да, и получается наборный ряд. И начала, так скажем, 5 делать. Ну, допустим, сколько это будет. Практически 13 сантиметров, да, то есть 12 с хвостиком. То есть узорчик такой компактненький, видите? Сам по себе он плотненький, но за счет вот этих вот, получается, таких вот веерочков, да, таких вот дырочек, он такой дырчатый. В первую очередь, конечно, цветовая палитра располагает к детским вещам. Это может быть и кофточка, это может быть и пледик, это, естественно, может быть различные шарфики, там, шапочки и тому подобное. Но если вы возьмете другую пряжу, более такую, скажем, серьезную, то, естественно, это может быть любая взрослая вещь. То же самое и шарфики, и кардиганы, и снуды,
например, там кофточки и тому подобное. То есть вы опять пишите в комментариях, жду ваши отзывы, что можно использовать с данным узорчиком. Если кто-либо вязал, рассказывайте, что вы вязали, когда данный узорчик вам понравился, легко ли вяжется. В принципе, вяжется легко. Поймите принцип, и дальше будет шикарно. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда это новое появится на канале. И под видео находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками». Нажимайте, делитесь в соцсетях. Заранее спасибо большое. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. И до новых видео. Пока-пока.